Друзья, всем привет, мира, здоровья. Приветствую вас на канале Медовик, меня зовут Виктор. И сегодня самое время подготовки к зимовке, 16 августа. Я давно не выходил в эфир на своем канале с такой рубрикой, как «Календарь пчеловода», подсказывать начинающим, что делать, в какие сроки и так далее. Сегодня с этим всем разберемся, подготовимся очень уверенно к хорошей зимовке, успешной зимовке. Что для этого нужно, друзья? У нас прошел по Украине главный взяток с подсолнуха, он закончился. Сейчас пчелки у кого-то выбирают на полях остатки, у кого-то практически все, и идет только поддерживающее разнотравье, у кого-то совсем ничего. И здесь первый мой совет: необходимо делать все те работы, о которых мы скажем, слаженно, быстро, четко, с каждой семьей. Потому что у меня довольно-таки миролюбивые пчелы, и проблем с ними не бывает. Если я открываю какую-то семью, перебираю гнездо, нет напада. Но есть такие ситуации, когда вы можете посмотреть только одну семью, и начинается напад, пчелы кружатся, вы не можете даже достать рамку и так далее. Поэтому первый мой совет, что необходимо обязательно откачать весь мед. Как только закончился медосбор, он затухает. Вы это видите по весам, по привесам, по активности, по лету пчелы. Видите, что он стухает. Уже нужно сразу, если вот стоит по 3 магазина, сразу выкачивать с верхнего, среднего магазина, сразу же забирать мед. Можно оставить в нижнем, еще там допечатывают, и потом подкачать. Но у вас на это действительно немного времени. То есть задача абсолютно сразу выкачать большой объем меда, чтобы не допустить остатков меда в большом количестве и вообще в магазинах его не допустить до безвзяточного периода. Иначе будет беда, будут напады, они не дадут вам работать и так далее. Поэтому первый пунктик мы отметили: выкачать весь мед. Второй момент: даем пчелам магазинные медовые рамки на обсушивание. И следующий момент, друзья: после того, как рамки вы забрали, сразу же их обрабатываете там, или как вы боретесь с восковой молью, я загружаю в морозилку, перемораживаю все рамки, и уже они готовы к хранению. То есть такие два этапа: выкачали, обсушили и проморозили. После того, как семьи у вас полностью остались без медовых магазинов, вы сразу же проходите по всем ульям обязательно, пересматриваете гнездо. Что мы там смотрим? Наличие кормов, наличие матки, наличие здорового расплода, печатка, все там должно присутствовать. Еще такой момент, что у кого пчелы позаливали гнезда, воспользуйтесь обязательно этим. У вас, если гнезда залиты, значит там мало расплода. И весь тот клещ, который был в расплоде, на пчеле находится в данный момент, поэтому нужно сочетать сразу несколько этапов. Открыли улей, открыли гнездо, взяли, пересмотрели семью, увидели, что матка на месте, расплод присутствует, установили определенное количество кормов, увидели, что там и как. Если светлые рамки ставили, вощину и ее залили медом, вы можете этот мед забрать в светлой рамке себе на откачку. В принципе, он там для зимовки не нужен. Такие рамки неохотно они заливают, доливают, недотянутая вощина может быть, и вот этот медовый поясок, вы все равно его потом сократите. Поэтому сразу семью сокращаете на пару рамок. Если у вас была семья вот 12 рамок, полный корпус, то вы оттуда хотя бы 2 рамки обязательно убираете, уже поджимаете семью, потому что те пчелы, которые участвовали в медосборе и выкармливали личинку, они в любом случае рано или поздно за неделю-две отойдут. И когда вы сняли медовые магазины, стряхнули пчелу, может показаться, что там мало места и пчел гораздо больше, чем рамок. На самом деле это такой эффект продлится недолго. Пчелы начнут сейчас интенсивно отходить, летнее поколение. И наша с вами задача обязательно в гнезде обеспечить место для засева маткой. Если семья действительно огромная, набит полный корпус 12 или 10 рамочного улья, тогда можно просто пересмотреть, сильно там не переживать, потому что такие пчелы, мощные семьи, они все внутри сделают. И место для матки найдется, и пчел там также достаточно. Если семья средней силы, тогда необходимо все же посмотреть, чтобы было место свободное для засева матки. Это как минимум 2 рамки суши. Бывает так, что семья сместила гнездо к одной стороне, здесь у нее расплод, с этой стороны могут быть даже пустые рамки суши. Посмотрели, убедились в том, что матки есть где сеять, можно рамочку суши поставить в центр для ускорения процесса, и сразу же в эту семью, которую вы немножечко сократили, даете кормушечку. У меня здесь на самом деле стоит не медовый магазин, как в фильме, у вас там не закрытый перелом,
а открытый перелом. Так вот у меня, видите, здесь нет медовых рамок, я уже поставил сюда кормушку. Из-за того, что улей 10-рамочный, кормушка у меня немножечко не влазит. Да и в принципе не из-за того, что 10-рамочный, просто такой улей, такой магазин у меня стоит вместо подкрышника. И я поставил такую вот кормушечку. Значит, уже она у меня здесь стоит для того, чтобы пчелок подкармливать. Сейчас расскажу, как, зачем и чем. И есть вот такой вариант у меня, когда в таком улье подушку я кладу всегда, для того, чтобы она была термобарьером между горячей крышей и гнездом пчел, потому что у меня на всех ульях сетчатое дно. Это сразу поясняю, чтобы не было вопросов. И вот такая кормушечка турецкая, 3 литра. Я сниму отдельно видео по кормушкам, потому что это действительно стоит внимания, так как я перехожу сейчас с одних кормушек на другие, расскажу, чем лучше кормить и удобнее. Значит, та семья, которая посильнее, я ставлю такие 3-литровые кормушки, та, которая послабее семья, я ставлю вот такие, как показал, 2-литровые кормушки. И следующий момент такой, закармливать сахарным сиропом я еще не буду. Стоит довольно таки мощное тепло, устойчивое. И сейчас закормить, это значит, смотрите, ситуация какая, последовательность. Медосбор, ограниченная матка в засеве, гнездо залили на подсолнухе, как правило, все равно она снижает интенсивность из-за этого. Расплода в меньшем количестве, чем хотелось бы, а хочется нарастить наибольшую генерацию пчел к зиме. И таким образом нам нужно еще хотя бы 2-3, а лучше 4 полных рамки молодой, свежей, здоровой пчелы в зиму. Поэтому для этого мы продолжаем стимулировать, то есть создаем эффект такого поддерживающего взятка. В эти кормушечки, которые я расставил, буду раздавать через день по 200 мл медовой сыты или сахарного сиропа. Но не просто сироп, не просто разведенный сахар, а туда буду добавлять витамины, микроэлементы и стимуляторы для яйцекладки. У меня есть пару препаратов, которые я буду смешивать воедино тандемом и давать вместе с этой подкормочкой, сахарным сиропом. Какие это препараты, я буду показывать результаты в Telegram, не хочу здесь в YouTube делать рекламу, тем более препараты я только буду первый год идти использовать, поэтому кому интересно, подписывайтесь в Telegram, там покажу препараты, чем подкармливаю и расскажу о результатах. Значит, сама суть, это вы должны подкормить стимулятором, и, хотя не обязательно, и обязательно должны быть там витаминки, микроэлементы, то есть определенные препараты, которые несут в себе витаминный комплекс. Кроме того, один из препаратов у меня там идет противовароатозный, то есть один будет как стимулятор и поддержка иммунитета пчел, второй как противовароатозный препарат также будет повышать иммунитет пчел. Итак, у нас отсутствие товарного меда, у нас сокращенное гнездо и те рамки, которые мы уже оставляем в зиму. Понятно, что еще пару рамочек дернем, сократим, 1-2 заберем. И у нас кормушка. Эта семья полностью готова к обработке. Ее уже можно обрабатывать от клеща. И не просто можно, а нужно, так как большее число, преобладающее число пчел находится вне расплода. В том расплоде, который там есть, понятно, высокая концентрация клеща, он там весь собран, но все равно определенное число клеща находится в форитической фазе. О том, что такое форитическая фаза, можете почитать в гугле, можете посмотреть мое видео, где я рассказываю о биологии и развитии клеща. Кто не в курсе, кто не знает или хочет освежить эту информацию. Форитическая фаза, когда клещ находится на пчеле, в этот момент его можно оттуда сбить. Чем сбивать, решать вам, чем вы там обрабатываете, кто вам чего насоветовал, потому что я уже неоднократно свою методику представлял, советовал, показывал. Вижу, что все равно все делают по-своему. И пластины, и всякая другая используется артиллерия против этого. Вопрос в том, чтобы заклещенность ваша падала однозначно. У меня подход такой. В этом году я сделал много отводков, расширяю пасеку, и я часть печатного расплода из семей забрал в начале августа. То есть, соответственно, клещ ушел в большом количестве в отводке. И вот я их уже обработал. В следующем видео покажу вам результаты обработки своих отводков, сколько там насыпалось клеща из печатки
основных семей. Ну и то, что осталось здесь в основных семьях после такого сокращения, полностью уйдет. Вы видите, что один улей у меня довольно-таки сильно отличается по высоте. Я специально выбрал этот ракурс. Те рамки, которые я еще даю на осушку пчелам, они находятся у меня в этих магазинах. То есть я выбираю наисильнейшие семьи, 2-3 семьи, так, чтобы удобно было нести там просто в ряду. И скидываю, чтобы запомнить эти семьи, что там у меня действительно стоят эти рамки. И даю им. Здесь у меня стоят внизу 145-е рамки, а вот эти два магазина, там стоят 300-е рамки с пергой. У меня есть заказы на пергу, и эта перга, которая ничем не обрабатывалась, свежая, принесенная в июле-августе месяце, она сейчас там стоит, рамочки они осушат, и я заберу эту пергу для того, чтобы ее извлечь из этих рамок. То есть по ходу дела я смотрю на состояние гнезда, оставляю пару медоперговых рамок обязательно пчелам на весну, они к ним доберутся уже весной. Внутри у меня мед, который они принесли, подсолнух, плюс закорм сиропом для того, чтобы им было легче его брать зимой. И лишние рамки, которые не нужны, преимущественно в том числе старые и перговые, я забираю, сейчас осушиваю. И таким образом у меня и гнездо обновлено, там довольно-таки светлые рамки стоят, и сокращено, и обработано уже будет, и простимулировано. После того, как я увижу, что погода идет на спад, обещается ближе, там будет зимовка, выйдет новое поколение пчел, я закармливаю сахарным сиропом инвертированным, на который пчелы не тратят свой ресурс. И таким образом у меня семьи за 2-3 дня закармливаются и уходят в зиму. Поэтому сейчас самое время заняться теми работами, которые я перечислил. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите, спрашивайте, подписывайтесь в Telegram, задавайте вопросы здесь под видео. Я всем стараюсь ответить. Вам желаю успешной подготовки к зимовке. Всем мира, здоровья, всем пока.